Прошу вас, поставьте мне, пожалуйста, лайк и напишите какой-нибудь комментарий, ведь именно рост канала мотивирует меня на запись новых видео. Одним из осенних вечеров, когда темнеть на улице становится рано, а отопление в квартирах еще не включили, собираюсь я ложиться спать. Взяла телефон в руки, думаю, пока полежу, посмотрю ленту новостей в соцсетях. Куда ни посмотрю, кто-то обнимается, кто-то целуется, кто-то фотки свои выкладывает в коротких юбочках, купальниках, в сорочках гипюровых. От всего увиденного мне стало немного грустно. А я одна, а так хочется, чтобы кто-нибудь согрел. Согрел меня под одеялком, пощекотал, пообнимал и, обняв мою грудь, рядышком уснул. А где же взять мне этого тепленького, хорошенького мужчину? В этот момент у меня перегорает лампочка в комнате, и стало теперь не только холодно, но еще и темно. Лежу, уснуть не могу. И тут я подумала, возможно, лампочка перегорела, и это был сигнал свыше. Да, так и сделаю. Нужно мне вызвать электрика, пусть лампочку поменяет. Ловлю себя на мысли, лампочку поменяет. Это слишком как-то просто, нужно усложнить задачу. На следующий день я пошла в магазин за новой люстрой. Принесла ее домой и начала искать хорошенького, тепленького электрика на сайте Авито в разделе «Услуги по электрике». Выбрала работника по аватарке. Звоню. Добрый день, Станислав. Я звоню по объявлению с сайта Авито. Скажите, пожалуйста, а в объявлении на фотографии это вы? «Добрый», — ответил он. «Да, а что?» «Ничто. Мне просто важно, чтобы ко мне пришел опытный электрик. Не совсем молодой, а то вдруг опыта у него окажется мало. Но и человека в годах тоже как бы не хотелось. Понимаете, Стас, мне нужно люстру поменять в моей комнате. Она висит почти над кроватью. И при ее замене можно случайно упасть в мою постель. Но вы не переживайте, я буду вас страховать на ней. Буду поддерживать вас, пока вы вставляете провода из потолка в специальную пластмассовую штучку. А потом, когда вы будете вставлять провода из люстры в эту же штучку, а люстра вроде бы крепится к своему основанию, которое нужно закрепить дюбелями, а я их вам буду подавать, чтобы вы могли надежно закрепить их там, вставить поглубже, затянуть все, что нужно. А если вдруг будет много пыли от перфоратора, которым вы будете делать отверстие в потолке, то вы сможете принять у меня душ. Кстати, не переживайте по этому поводу, я живу одна. Подсматривать за вами не буду, обещаю. В трубке была тишина. Он еще немного помолчал и сказал: «Когда вам будет удобнее, чтобы я пришел повесить люстру?» Я радостно ответила: давайте договоримся на завтра, часиков на 8 вечера. «Хорошо, договорились», — ответил он. Наступил завтрашний день. Я шла с работы в ожидании продолжения после установки люстры. Пришла, искупалась, смазала все тело увлажняющим кремом, одела мягкий пушистый халатик с пояском, который я завязала на слабый-слабый узелочек. Сижу и жду. Стас пришел чуть раньше, в руках у него был чемодан с инструментами. Одет он был в рабочую робу. Он зашел в квартиру, поздоровался, улыбнулся и спрашивает: «Показывай, хозяйка, где люстру будем менять?» Я завела его в спальню и показываю на кровать рукой. Вот она. Он достал налобный фонарик, одел его на голову, встал на небольшую стремянку, которую принес с собой, быстро снял с потолка старую люстру и дал ее мне в руки. Он настолько быстро все сделал, что я даже не успела предложить ему помощь. Спрашивает меня: «А где новая люстра?» Я поднесла новую люстру ему и говорю: «Стас, а я могу вам чем-нибудь помочь? Мне так хочется помочь». Он вновь улыбнулся и сказал: «Да, если не сложно, принесите, пожалуйста, стакан воды попить». Я пошла на кухню, налила ему воды, положила в нее 2 кубика льда
и возвращаюсь к нему. А в комнате горит свет. То есть, пока я наливала воду, он уже повесил новую люстру. Ничего себе! Вот это у вас скорость работы! Как же вы так быстро сделали? А он говорит: в потолке ничего не пришлось сверлить, так как крепеж от старой люстры подходит к новой. Понятно. Ну, может быть, по чашечке кофе выпьем, согреемся? Нет, вежливо ответил он. Жена будет волноваться. Не хочу ее расстраивать. Она очень прекрасная женщина. Да, понятно, промолвила я с большой досадой. Дала ему денежку за работу, и он ушел. Вот подстава. Что же делать? Зачем он так поступил? Я же ясно дала ему понять. Не понял, что ли? Облом так облом. Ладно, нужно что-то делать. Еще одну люстру покупать не вариант. Слишком дорогой, накладный секс получится. Наверное, нужно мне розетку в ванной сделать. Розетка, наверное, будет стоить подешевле. Может быть, и в быту даже пригодится. Залезла опять я в объявление. Ищу следующего хорошенького электрика, который, может быть, сможет согреть меня. Звоню. Добрый вечер, Костя. Звоню вам по объявлению. Хочу розетку в ванной. Слушаю вас, ответил мужской голос в телефоне. Скажите, а это вы на фото в объявлении? Да, ответил он. Подскажите, пожалуйста, какую розетку мне нужно купить? А то я не понимаю, с заземлением или нет. Или вы можете мне купить, а я вам за нее дома расплачусь. Но я хочу, чтобы она была кругленькой, гладкой, но не глянцевой, а немножечко шершавой. Само по себе, чтобы у нее было 2 дырочки для вилки. Но то мало ли, в Европе есть другие розетки. Мне такую не нужно. Мне нужно российского производства. А для каких целей? Спросил меня он. Мне... Я когда принимаю душ, вылазию голенькую из ванны, укутываю полотенцем бедра, а по груди, по соскам стекает холодная струйка воды с волос. А я вот хочу, чтобы сразу фен включить и сушить волосы. Это первое, для чего мне нужна розетка. А второе, я иногда хожу на свидания, правда, не часто бывает, но я хочу, чтобы в ванной перед зеркалом волосы я могла закручивать, а потом смотреть на себя, как будут смотреться кудряшки на мне, как они будут лежать на моей маечке, на личике, и как будет смотреться, если я сниму лифчик. Может быть, стоит еще накрутить побольше кудрей, чтобы грудь почти полностью прикрывала. Но это я так. Не обращайте внимания, это просто мои девичьи секретики. Константин ответил. О, у меня как раз есть такая розетка. Именно такая, как вам нужна. Могу сейчас приехать и вставить. Сейчас? Давай. Он приехал минут через 15. Без инструмента, а с бутылкой игристого белого вина. Зашел ко мне и говорит. Дамочка, вы хотели белую кругленькую, шершавенькую? Вот, это подходит. Вино белое, крышка кругленькая и на вкус шершавенькая. Попробуем? Я так обрадовалась. Хоть за работу платить не нужно будет, наверное. Ну, если, конечно, за секс не попросит. Тепло его обнаженного тела я сначала почувствовала в ванной. Но это было недолго. Говорит, давно никому розетки не вставлял. А после бокала вина мы пошли на лоджию смотреть, где бы там можно было розеточку ставить. В общем, вечер удался, и ночь теплая была. Спали мы, прижавшись друг к другу. Живем вместе до сих пор. Девочки, как же классно жить с электриком. Всегда все лампочки горят, и в каждой комнате по 100 розеток. Супер.